Всем привет! Вы на канале «Если хочешь любить, люби». Не забудьте подписаться и поставить лайк. Жених ее подруги. Лиза удивленно уставилась на мужа. «Хватит с нас светских разговоров, иначе ты начнешь рассуждать о плохой погоде», — улыбнулся Алексей. Вера солгала Елизавета. Она никогда не была беременна, просто злится на всех. На меня, на тебя, на твоего брата, на себя за то, что все так усложнила. Хочешь сказать, что она просто хотела обидеть меня? И меня, кивнул он. Ей потребовалась целая неделя, чтобы признаться в содеянном. Вера знает тебя слишком хорошо, моя дорогая. Она быстро сообразила, как заставить тебя убежать. Теперь я стою и недоумеваю, почему ты все еще не кинулась мне на шею от радости и с благодарности. Благодарности за что? Не поняла Лиза. Что нет никакого ребенка, ответил Алексей. И что ты все еще моя жена? И, кстати, ты должна была остаться в Питере и поддержать меня в трудную минуту. Теперь Лиза поняла, почему муж приехал в таком плохом духе. Он злился на нее за то, что она не осталась вместе с ним, чтобы вместе выслушать насмешки со стороны журналистов. А сейчас Алексей думает, что она бросится к нему на шею, так как он принес отличные новости. Но она не собирается этого делать. Твоя самоуверенность, Алексей, перешла всякие границы. Если ты рассчитываешь, что я упаду к тебе в объятия, сообщила она. Или ты уже забыл, что я собиралась уйти от тебя еще до того, как вмешалась Вера? Я ничего не забыл, ответил он, приближаясь к Лизе. Я просто предоставил тебе возможность не вспоминать этот эпизод, но ты ею не воспользовалась. Я и не собиралась, ответила Лиза, пятясь назад. Ты обманул меня, запугал, выжил как лимон. Но что ты дал мне взамен? Великолепное тело и возможность пользоваться им. Это все, что я получила от тебя, Алексей. И даже не смей прикасаться ко мне. Предупредила она, когда уткнулась в стену. «Как ты можешь надеяться, что я поддержу тебя?» «Я и не надеюсь», — ответил он и отвернулся. «Ты заслуживаешь лучшего». То, что Алексей признал, это не принесло Лизе облегчения. «Спасибо хоть на этом», — хмыкнула она. И хотя ей хотелось обнять его, она сдержалась. А потом вспомнила записку с признанием в любви, которую он написал для видимости, и снова разозлилась. «Мой отец придет с минуты на минуту. Я хотела бы, чтобы ты ушел. Он не придет». Лиза замерла в дверях. «Что это значит?» – спросила она. «Он вернется не скоро», – объяснил Алексей. «Я предупредил его о своем приезде и о том, что поведу тебя на ужин». «Ужин?» – переспросила Лиза. «Но я не хочу с тобой ужинать. Только так ты сможешь избавиться от меня, дорогая». Та холодность, с которой муж сказал это, заставила Лизу взглянуть на него. По выражению его лица она поняла, что ее любимый мужчина снова превратился в бесчувственного Алексея, играющего не по правилам. Высокий, сильный, красивый и безумно привлекательный. Лизе было нелегко сопротивляться. «Объяснись», – потребовала она. «Ужин», – повторил Алексей. «Это все, чего я прошу. Столик уже заказан. Тебе нужно лишь сесть со мной и поесть». Никогда в жизни она не поверит, что он хочет от нее только этого. «Иначе мне придется вспомнить о вашем семейном долге». Вот теперь она его узнает. Прежний самодовольный Алексей, который смотрел на нее как тигр на жертву. «Ужин», – скрестила она руки на груди. Его взгляд инстинктивно опустился вниз, и от этого у Лизы мурашки побежали по коже. «Где?» «В моем отеле». «Я остановился в отеле «Ромада». «Ромада», – тихо повторила про себя Лиза. Только лучшее могло подойти Алексею. Этот отель считался самым шикарным в округе. Его недавно отреставрировали, теперь это местная достопримечательность. Лиза прекрасно понимала, что таким образом Алексей пытается выманить ее из дома, где она чувствовала себя как рыба в воде, и передвинуть место действия туда, где удобно ему. «У меня нет ничего подходящего, чтобы надеть на ужин в такое место», – холодно заявила она. Черные глаза снова осмотрели ее с ног до головы. «Не стоит переодеваться. Мы собираемся ужинать, а не устраивать показ мод». Лиза была достаточно зла, чтобы именно так и поступить. Назло ему она могла пойти в самый шикарный отель города в платье, которое не снимала уже 2 дня, потому что была слишком расстроена, но... «Ужин», – задумчиво повторила она. «Это все? Потом ты привезешь меня домой и перестанешь запугивать». «Да», – ответил Алексей, убеждая ее тем самым в своей искренности. Не сказав ни слова, Лиза развернулась и гордо поднялась по лестнице в свою комнату. Возможно, если бы она оглянулась, то увидела бы, как Алексей провел рукой по лицу, будто снимая с себя напряжение. Когда она спустилась, на ней был длинный плащ, а под ним единственное приличное платье, которое висело в ее шкафу.
черная, закрывающая колени, шею и руки. Алексей уже ждал жену в холле. Они сели в арендованный Бентли и поехали в ресторан. Оба молчали. Это было похоже на затишье перед бурей, поэтому Лиза безуспешно пыталась успокоить свои нервы. Рамада оправдал ее ожидания. Выполненный в старинном стиле, он поражал роскошью. Повсюду были зеркала, золото и эксклюзивная мебель. Их проводили к столику. Кто-то, как невидимка, забрал их плащи. В зале горел слегка приглушенный свет, создавая интимную обстановку. Алексей жестом отпустил метрдотеля и сам помог Лизе сесть. «Тебе бы пошли бриллианты», – прошептал он ей на ухо. «Плохой способ задобрить меня», – парировала Лиза. Она вспомнила про бриллианты Веры. Когда Алексей сел напротив, ей стало ясно, он понял, о чем она думает. «Тогда изумруды», – поправился он. «Они лучше подходят к твоим глазам». «Это лесть», – не подалась Лиза. «И у меня серые глаза». «Нет, сейчас они зеленые». И Алексей улыбнулся, так как она покраснела. Они оба знали, что глаза Лизы меняли цвет, только когда ее охватывала страсть. Видимо, было неважно, какого рода эта страсть. Официант предложил Алексею карту вин, но тот отмахнулся и заказал свое любимое вино. Статус этого отеля не позволял официанту даже секунды промедления, поэтому тот сразу положил перед ними меню. Лиза открыла его и сделала вид, что изучает от корки до корки. Алексей же откинулся на спинку стула и начал изучать ее лицо. «Прекрати», — сказала Лиза, даже не взглянув на него. «Мне нравится смотреть на тебя», — объяснил он. «У меня иногда даже дух захватывает». «Секс?» Лиза нашла подходящее название для этого явления. «Ты хочешь от меня больше, чем просто секс?» Этот вопрос заставил Лизу сконцентрироваться. Однако она все еще не поднимала глаз. «Я не настолько сильна во французском, чтобы все здесь понять», – пробормотала она, указывая на меню. «Тебе придется переводить». Алексей, немного поразмышляв, произнес по-итальянски «Я тебя люблю». Лиза вздрогнула от этих слов и чуть не уронила бокал. «Это итальянский, а не французский», – беспомощно взглянула она на Алексея. «И не надо надо мной издеваться, ей не справиться», – почти со слезами прошептала Лиза. «Или я уйду». Но по выражению его лица видно, что у него и в мыслях не было издеваться над ней. И Алексей выглядел абсолютно серьезным, когда достал что-то из кармана и положил перед Лизой. Она наклонилась и замерла. «Скажи мне», – тихо произнес Алексей, – «что именно в моей записке расстроило тебя до такой степени, что ты скомкала ее и кинула на пол». Лиза покачала головой, пытаясь сдержать слезы. Я не знала, что она упала на пол. Вот эта часть». Спросил он, будто не слышал ее ответа, и указал на то место, где было написано «Ужин в 8». «Это часть, потому что ты решила, будто я снова командую, а не вежливо приглашаю. Или дело в другом, дорогая?» Спокойно продолжил он. «Может, я был недостаточно романтичен, когда писал, что это наше первое свидание. Он прекрасно знает, какая часть записки расстроила ее. Он просто играет с ней, поджидая наилучшего момента, чтобы унизить. Я больше не хочу это слушать». Лиза вскочила. Алексей тоже встал и схватил ее за запястье, не давая ей возможности уйти. «Я тебя люблю», — сказал он. «Нет», — прошептала она, изо всех сил пытаясь вырваться. Но Алексей еще сильнее сжал ее руку. «Я люблю тебя», — повторил он. «Я буду говорить это до тех пор, пока ты меня не услышишь. Так же, как ты пошутил по этому поводу в постели». Лиза сказала эти слова до того, как вспомнила, что они не одни. Теперь все посетители ресторана смотрели в их сторону. Но Лиза не могла забыть, как сильно он ранил ее тогда. «Я постарался исправиться». Алексей смотрел ей прямо в глаза. «Я написал эти слова, чтобы ты поняла, что я действительно люблю тебя. Но ты восприняла их как очередную шутку. Ты самый бесчувственный эгоист в мире», — заявила Лиза. «Я тебя люблю», — снова сказал Алексей. «Ты говорила мне, что я слишком стар для тебя. Согласен? И все же я заставил тебя выйти за меня замуж. И по-прежнему хочу, чтобы наш брак продолжался. Мы с Верой ровесницы. Какая разница?» Нахмурилась Лиза, придравшись именно к той части, с которой она могла поспорить. Выражение лица Алексея изменилось. Он притянул ее к себе. Лиза не нашла в себе сил сопротивляться и уперлась руками ему в грудь. Но уже в следующую секунду она забыла о сопротивлении, так как Алексей страстно поцеловал ее. Лиза лишь услышала вздох ошарашенной публики, так как Алексей никогда прежде не позволял себе такие фривольности в общественном месте. «Вот в чем разница», – пробормотал он, когда наконец отпустил ее. Но Лиза покачала головой. «Ты любишь все забирать, Алексей», – прошептала она.
Если я буду с тобой, ты заберешь у меня все, ничего не оставив. Ты слишком жестоко обошелся со мной той ночью». И она ударила его в грудь. И сделала это специально. Думаешь, записка на кухонном столе может все исправить? Шум в зале нарастал. Лиза обернулась и увидела, что десятки лиц смотрят на них. Это было слишком тяжело для нее. Она разрыдалась и выбежала прочь. Алексей догнал ее в холле и схватил за руку. «Ты можешь избить меня, но позже», – предложил он, поскольку она молотила кулачками по его груди. Алексей потащил Лизу к лифту. Метрдотель попытался остановить его, но Алексей заявил: «Это моя жена? Не смейте вмешиваться в семейный конфликт». И они зашли в лифт. Последним, что увидела Лиза, были холл и множество глаз, которые уставились на них. «Надеюсь, тебе понравилось то представление, что ты устроил», – прошипела она, когда двери лифта закрылись. «Теперь отпусти меня». «Ни за что на свете», – ответил Алексей. «Ты отказываешься меня слушать. Ведешь себя, как старая злопамятная ведьма. Тебе наплевать на то, что ты заставляешь меня переживать. Ты любишь меня и одновременно. Не любишь?» После этих слов Лиза перестала бороться, так как растерялась. Как только она успокоилась, Алексей отпустил ее. Двери лифта распахнулись, и он потащил жену за собой. Еще через секунду Лиза стояла в самом роскошном номере, какой она когда-либо видела. Алексей закрыл дверь, подошел к бару, налил себе виски и залпом выпил. Лиза видела, что он кипит от злости. «Что ты от меня хочешь?» – спросил он, разведя руки. «Я отпустил Веру, женился на тебе, поставил на кон свою честь и репутацию. Что еще я должен сделать, чтобы ты прозрела и поняла, зачем все это?» Лиза изо всех сил пыталась остановить головокружение, но все равно была не в состоянии оценить ситуацию трезво. Алексей злился, да. Он защищался, да. Он был высок, красив и невероятно притягателен. И только сейчас его душа действительно открывалась для нее. Лиза прижала руки к сердцу, которое колотилось как бешеное. «Ты любишь меня?» – осмелилась спросить она. Алексей напрягся и медленно кивнул. «Я полюбил тебя с первого взгляда», – признался он. «Для меня это стало полной неожиданностью. Сначала я подумал, это из-за твоего сходства с моей бабушкой. Но чувство не уходило, как бы мне этого не хотелось. Моя жизнь была уже предопределена. Мы с Верой собирались пожениться. И ты с ней спал», – не могла не добавить Лиза. «Что ты хочешь этим сказать?» – возмутился Алексей. «Мне 34 года, и я не давал клятву целомудрия». «Я на это и не надеялась», – хмыкнула она. «Я просто не». Она не договорила, так как понимала. То, что она собиралась сказать, было наивно, глупо и несправедливо. «С Верой это было просто», – пробормотал Алексей. «Не надо?» – воскликнула Лиза, не желая, чтобы их сравнивали. «Нет», – вздохнул Алексей и опустил голову. «Нет», – повторил он и посмотрел Лизе в лицо. «Я все-таки скажу. Мне кажется, что это необходимо. Мы с Верой собирались пожениться, поэтому, естественно, у нас с ней были интимные отношения. Сейчас 21 век, дорогая, и большинство женщин ожидают этого. Но все прекратилось, как только я встретил тебя», – добавил Алексей. Возможно, именно это подтолкнуло Веру к любовникам. Алексей увидел ошарашенные глаза Лизы и улыбнулся. «Наше решение обвенчаться никак не связано с любовью, дорогая. Вера была права, когда называла это слиянием династий. Она из хорошей семьи и очень красива». Алексей замолчал, потер лоб, будто устал, но затем продолжил. «Но я совершил большую ошибку. Я не искал жену, просто союз меня устраивал. Я решил принять судьбу и сидеть сложа руки, но затем встретил тебя и уже не мог никого обманывать. То, как ты смотрела на жениха своей подруги, сводило меня с ума. Но поначалу я принимал это как должное, даже не думая, почему мне так нравится ощущать на себе твой взгляд». Алексей посмотрел ей прямо в глаза. «Твои волосы сводили меня с ума», – прошептал он. «Я обожаю этот цвет и то, как они вьются. Мне нравится твоя фигура и твоя женственность. Я скучаю, когда тебя нет со мной. Я не могу заснуть, если не чувствую рядом твое тело, дыхание, а твои ласки. Тебе нужны еще какие-то доказательства моей любви?» – спросил Алексей. Лиза лишь кивнула. «Хорошо?» Он вздохнул. «Я ненавижу себя за то, что забрал твою невинность, постоянно ругаю себя, что был с тобой так груб. Я бы отдал все на свете, чтобы не видеть выражения твоих глаз, когда Вера сказала, что ждет от меня ребенка. И мне не нравится твое платье, ведь оно скрывает твою фигуру. А я хочу видеть тебя всю.
Я хочу тебя, даже если ты больше никогда не позволишь мне прикоснуться к тебе. И я восхищаюсь, нежно пропел он, тем, как ты стоишь сейчас и ругаешь себя за то. Алексей начал медленно приближаться к Лизе. Что ты злопамятная, эгоистичная девушка, у которой лишь секс на уме. У нас был не секс. Мы занимались любовью, поправила его Лиза. Ага. Алексей наконец-то слегка расслабился. То есть ты признаешь, что все же здесь имеются отличия? Подойдя вплотную, Алексей обхватил ее голову за затылок и отклонил назад. Их взгляды встретились. «Зеленые», — констатировал он, — «ты умираешь от желания сорвать с меня одежду». «Я хочу от тебя ребенка», — прошептала Лиза. И глаза Алексея почернели. Он снова превратился в голодного льва и рванул молнию на ее платье. Дешевый материал упал к ногам, а Лиза уже расстегивала пуговицы на его рубашке. Скоро показалась загорелая кожа. Лиза едва сдерживалась, чтобы не порвать эту рубашку на клочки. Рубашка отлетела в сторону. Лиза расстегнула бюстгальтер, и он отправился в тот же угол. Но пока они не прикасались друг к другу, Алексей лишь продолжал держать ее за волосы, а Лиза потянулась к его брюкам. И тут ее губы начали дрожать, а в глазах Алексея появились языки пламени. «Сними ботинки сам», – простонала нетерпеливо Лиза. Алексей скинул один ботинок, а она в это время одной рукой обвела мужа за шею, а другую запустила в его брюки. «Я люблю тебя», – пролепетала она и почувствовала, как он отреагировал на эти слова. «Я люблю тебя», – повторила Лиза, едва касаясь его губ. Их губы соединились в горячем поцелуе. «Тебе придется за это заплатить», – прошептал Алексей, когда Лиза укусила его за нижнюю губу. «Я тебе еще кое-что должна», – напомнила ему Лиза. 5,5 миллионов поцелуев, парочку наследников и один эротичный укус. «Тебе никогда не удастся со мной расплатиться», – заявил Алексей, схватил ее на руки и понес в спальню, где их ждала шикарная кровать. «Но я дам тебе шанс», – улыбнулся он и снял оставшуюся одежду. Причем сделал это быстро, поскольку знал, что нельзя больше заставлять жену ждать. Она и так слишком возбуждена. «Ну, можно начинать», – невинно поинтересовалась Лиза. «Да, дорогая», – шепотом ответил Алексей и прильнул к ней всем телом. Время пошло. Конец? Надеюсь, вам понравилась моя история. Жду от вас лайк и подписывайтесь на мой канал. Если хочешь любить, люби. Дальше будет еще много интересного. До новых встреч. Пока!